А спонсор сегодняшнего ролика — мой инстаграм. Подписывайся на мой инстаграм, здесь очень много интересного. Под каждым постом имеется интересная история, ежедневные сторисы, а также новости из мира криптовалют. Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и сегодня мне попался на обзор, я не знаю даже как это назвать, бот, наверное, все-таки. Называется Royal Q. Это, собственно, бот ввел меня в небольшой диссонанс. Собственно, тут ситуация такая, что изначально мне показалось, что это пирамида хайп. Но дальше, когда я немного больше стал его изучать, я понял, что тут все немного работает по-другому. Скорее всего, компания, которая создала этого бота, у них, собственно, имелись раньше хайпы, и они решили пойти с такой точки зрения, что мы дадим вам и реально работающую систему, но при этом добавим маркетинговую часть хайповую. Ну, то есть, как в пирамиде. Но они сделали все это грамотно, и получается, что это первая в мире, наверное, потому что других я не видел, система, которая построена на системе пирамиды, но ей не является, и при этом это рабочий инструмент. Но вот только насколько это рабочий инструмент, я смогу вам сказать примерно через неделю, потому что я ее в данный момент тестирую. Ну а теперь, после такого небольшого предисловия, давайте пройдемся, я вам расскажу обо всем подробнее. Итак, здесь презентация, собственно, Royal Q, и мы сейчас о ней немного и поговорим. Добро пожаловать в будущее. Прибыльное трейдерство криптоактивами 24/7. Система приумножения искусственным интеллектом с поддержкой опытных трейдеров. Ну, конечно, прям с искусственным интеллектом это они заманивают тех, кто совсем в этом ничего не понимает. По факту, это самый обыкновенный DCA-бот, бот, который работает посредством усреднения позиции, ну, с функцией мартингейла, да. После того, как многие сейчас услышали мартингейл, вообще, наверное, видео закрыли. Но суть мартингейла в том, что вы усредняетесь каждый раз на сумму большую предыдущей. Не обязательно это может быть в 2 раза, да, но таким образом усреднение помогает вам больше приблизиться к точке входа, то есть по цене. И в таком случае сразу же скажу вам о рисках. То есть DCA-боты, они в принципе неплохи. Они хороши на этапе роста, то есть когда весь рынок растет. Скоро нас ждет там после Нового года 2021 года, да, Новый год наступит. Скорее всего нас ждет обвал криптовалютного рынка и обвал биткоина. И как будет показывать себя бот во время обвала, скорее всего, очень многие люди потеряют свои деньги, потому что бот работает посредством усреднения, и пока будет цена, он будет докупать. То есть пока он не получит определенное количество прибыли, когда цена отскочит вверх, да, чтобы закрыть позицию. В этом, собственно, заключается риск, как минимум, того, что бот может усреднять вас до тех пор, пока у вас не кончатся деньги. Но я немного отвлекся, давайте пройдем дальше. Интеллектуальная система Royal Q — это система, ориентированная на трейдинг с использованием искусственного интеллекта. Но я вам об этом сейчас рассказал, никакого искусственного интеллекта там нету, это элементарнейший DCA-бот. Тут рассказывается история про то, как Binance стал успешным, но это обычный маркетинговый ход. Тут тоже рассказывается немного о том, какие они крутые. Бот, кстати говоря, работает через API. У API ставится функция торговля, но не ставится функция вывод средств, следственно, вывод в безопасности. Но так как эти ребята привлекают тех лидеров, которые вот в хайп тащат своих людей, последователей, да, очень настороженно к этому отношусь. И расскажу вам о таком риске по работе с API, да, как вас могут обмануть даже с таким API. Допустим, бот просто покупает какую-то монету с нулевой волатильностью, да, это какая-то никому не интересная щиткоиновская монета, вот, у которой курс там на одном месте стоит, грубо говоря, годами, да, но это просто вам, к примеру. Они закупают эту монету, то есть Royal Q, допустим. После этого они берут у себя там на сервере что-то делают, что все боты, которые у них в системе, закупают эту монету, монета улетает в космос, цена, потому что огромное количество людей ее одновременно начинают покупать, она, естественно, растет. И они просто на пике этого роста сливают все свои активы и таким образом переливают ваши средства в свои кошельки. Возможно ли, что эта компания так сделает, никто вам никогда не скажет. Но я немного настороженно отношусь к этому боту, потому что он, вроде бы как туда тащит людей, которых тащат в хайпы обычно. А людей, которых тащат в хайпы, рано или поздно все равно обманывают. В сторону надежности, я не знаю, возможно ли так сказать, но, допустим, в Google Play и App Store, да, в App Store что попало, по-моему, тоже не добавляют. Но
но какое-то время в App Store уже это приложение находится, и, собственно, оно все еще там. Здесь нам рассказывают как раз-таки о стратегии, безопасности счетов, прибыль от роботизированной торговли от 10 до 30%. И я так понимаю, дальше я читал, что они имеют в виду, что можно зарабатывать 10-30% в сутки, что очень сомнительно. Возможно, в каких-то тепличных, идеальнейших условиях такое и возможно один раз в месяц, но в общем и целом, но это максимум процентов 20 в месяц. Вот, так что рассчитывайте не на 10-30 в день, а на 20% в месяц, 15-20 даже вот так вот. И то это, если растет рынок. Если рынок будет падать, неизвестно, как данная стратегия себя отработает. Скорее всего, то есть он будет усредняться до тех пор, пока не кончатся деньги, в зависимости от глубины падения рынка. Но это можно сказать не про конкретно этого бота, а про вообще DCA-стратегию всех любых ботов там. Какой-нибудь Trade Santa или Tricomos сделают абсолютно то же самое. Да, вот они пишут, что робот торгует средствами с вашего Binance, ну, либо Huobi в данном случае. Кстати говоря, рекомендую, если вы все-таки решите использовать данного бота, регистрируйтесь, точнее подключайте к нему Huobi, потому что на Binance минимальная сделка это $10. Следственно, у вас останутся хвосты со сделок, вот эти вот копейки, которые вам придется конвертировать в BNB в итоге, что может быть невыгодным абсолютно. На Huobi там намного меньше минимальный ордер, следственно, хвосты будут оставаться меньше и в меньшем количестве, что для вас будет намного удобнее. Вот, дальше как раз-таки расскажу вам про систему, как зарабатывает сам Royal Q. Здесь они работают по системе, может быть, вы многие, скорее всего, слышали про такого бота, как API Trade. Там вот это вот ураган и прочие вот эти вот системы их работы. Вот, но суть в том, что вы заливаете деньги в приложение в каком-то количестве, да, и 20% от вашей прибыли, таким образом, бот будет забирать себе. То есть вы сгенерировали прибыль со сделок, и с вашего счета в приложении бот 20% от этой прибыли забирает себе. То есть из них они забирают себе 30% из этих денег, получается, и 70% они отдают как раз-таки на реферальную систему. И тут мы подходим как раз-таки к тому моменту, почему эта система не является пирамидой. Здесь, да, тоже 6 рангов реферальной системы, но все деньги, которые получает реферальная система, это как раз-таки от этой прибыли. То есть 20%, которые они забирают, 3% забирает себе Royal Q на карман, а 17% между рефералами распределяется. И таким образом, если нет прибыли, то есть по рефералке никто ничего не получает. Здесь выплачивается реферальная система не от вложенных денег, а от заработанных. Следственно, именно поэтому это и не является пирамидой, потому что если нет прибыли, значит, собственно, нет и реферальных отчислений. Но при этом тут богатая реферальная система, то есть вот почему сюда загнали очень много тех, кто занимается хайпами, потому что у них есть аудитория, которая этим занимается, и сам по себе бот, он в управлении очень простой, там есть определенные стратегии автоматизированные, вам просто нужно подписаться, и оно все автоматически будет работать. Вам просто там можно выбрать монеты, которыми он будет торговать, чтобы как раз-таки у вас в случае глубокого падения не осталось на руках каких-нибудь диких щиткоинов, да, которые, возможно, никогда в жизни не отрастут до тех, в которых вы начали закупаться, скажем так, доход от команды и все в этом роде. То есть они совместили реально работающий инструмент с системой пирамиды, при этом они сделали систему пирамиды от полученной прибыли. Поэтому если отсюда просто начнут уходить люди и перестанут торговать, то система не обвалится, потому что когда вы получили прибыль, вы уже сразу заплатили за эту реферальную систему. Поэтому, ну и как бы деньги находятся у вас на бирже, и никто их вывести не может. Но не исключаем тот вот самый момент, как вас могут развести, да, развести вас могут только если система начнет закупать какой-то щиткоин всех людей вместе, да, и при этом, знаете, некоторые люди говорят, что вот, там в настройках подобного нету, типа, значит, подобное невозможно. А в принципе, создателям и не нужны ваши настройки. У них есть ваш API-ключ, в котором есть галочка «Торговать». И неважно, что там в приложении, какой функционал. Они у себя на сервере просто эти ключи могут использовать так, как хотят. То есть они могут купить все, что угодно, вне зависимости от того, что указано в приложении. Вы видели код этого приложения? Вы видели код вообще стратегии, которой вы торгуете? Нет, конечно, вы ничего не видели, никто вам его не покажет. Поэтому исключать такие риски
мы не будем. Бот стоит $120 в год, и плюс у вас будут забирать 20% от вашей прибыли. Следственно, для старта торгов вам нужно завести $140 в само приложение, то есть $120 уйдет на оплату лицензии на год, и $20 уйдет, точнее, они останутся у вас на счету. Это такой первоначальный вклад за 20% прибыли, которую вы будете отдавать. И плюс вам на счету для самой популярной стратегии, там есть рекомендованная сумма, это $225. То есть, чтобы вам начать пользоваться данным ботом, нужно иметь 140 плюс $225. Это $365 получается, если я правильно. Ну и дальше здесь уже как бы реферальная система, объясняется, что как работает. Я вам объясню еще раз просто суть. Вы зарабатываете 100%, 20% с вашей прибыли улетает в Royal Queue. 3% они забирают себе, 17% они оставляют на рефералку. Вот, собственно, вся стратегия. И это по факту получается обыкновенный DCA-бот, вот, который работает способом усреднения. Ну и, то есть, Мартингейл, естественно, там тоже присутствует. Он присутствует по факту во всех DCA-ботах, которые вот существуют. Так, ну а теперь, наверное, давайте переключимся непосредственно на приложение, и я вам немного покажу, как это все работает изнутри. Итак, друзья, здесь может быть немного хуже звук, потому что я записываю непосредственно с телефона, поэтому давайте, собственно, сюда перейдем. И здесь я вам расскажу уже, как и что нужно делать дальше. То есть вы регистрируетесь по ссылке в описании, там скачиваете приложение, оно в Google Play и App Store есть. Это все, естественно, после регистрации, которую вы прошли по ссылке. Далее вы нажимаете в свой профиль и здесь во вкладочку «Ресурсы». В ресурсах вы нажимаете «Подзарядка» и переводите сюда $140. Далее нажимаете, вот здесь у меня, видите, «Возобновить» написано. У вас здесь будет кнопочка «Активировать», и вы активируете свою подписку. После этого вы переходите вот сюда внизу круг, и сверху в левом верхнем углу график такой. Вот сюда, таблица лидеров. Здесь вы можете посмотреть, какие стратегии самые прибыльные, и ничего не придумывая, можете просто нажать на стратегию, подписаться, жмете кнопочку подписаться, потом нажимаете QQ Circle стратегия вот сюда, и здесь уже синхронизируете. И здесь, кстати говоря, выбираете вашу биржу. Вот, у меня это хобби, видите, я уже синхронизировался. И здесь список как раз-таки монет, которые и будет закупать, которыми будет торговать бот. Видите, в целом здесь, в принципе, неплохие монеты. Из топ-100, в принципе, да, кажется, здесь только топ-100 я вижу монеты. Но вы можете использовать какую-то другую стратегию из популярных. Там тоже посмотреть, какие будут именно там монеты. И там имеются свои определенные настройки. Здесь вы можете посмотреть, собственно, доходность, которая была в сентябре на боте, да, то есть на примерах. Но я не знаю, это не факт, что действительно настоящие цифры, да, но, кстати говоря, за 30 дней 21%, то есть то, о чем я и говорил, никаких там 10-20% в сутки вы даже не рассчитываете, то есть это будет где-то 20-25%, 15 даже вот такой вот процентов в месяц. Далее ниже мы видим таблицу, вот она табличка. Табличка говорит вам, на какую сумму вы должны использовать какую стратегию. Я вот использую стратегию $225. Это у нас первый ордер на $15. И у меня, то есть, всего одна стратегия, грубо говоря, один цикл у меня, точнее. То есть одновременно он может запускать у меня только одну монету, потому что у меня всего 225, грубо говоря, долларов. То есть вы понимаете, да, насколько это рисковая может быть вообще стратегия и приложение, что если в боте BitsGap я использую 15-20 тысяч долларов, а здесь я использую там всего лишь 300-500 долларов, да, то есть я расцениваю эти риски примерно вот так, и вы тоже должны понимать, что это в любом случае более рисковая стратегия. DCA, она в принципе более рискованная стратегия, чем сеточный бот. Вот видите, здесь еще куча других стратегий, то есть AI-бот какой-то вот есть, можете посмотреть. Ну, то есть вы пока заявку на членство, кстати, заявка на членство, она сереньким горит. Вы не обращайте на это внимания, просто жмите, и вот видите, все произошло. Вот здесь вы тоже можете посмотреть стратегию, какими монетами он торгует, и подобрать для себя ту, которая вам нравится больше, то есть из топа. Вот так вот, друзья. То есть я сейчас закинул, и у меня первый день работает, пока что еще никаких результатов нету, но через недельку, если вам в принципе понравится это видео, и вы на него положительно отреагируете, я сниму вам уже с результатами непосредственно торговли ролик и так далее и тому подобное. Ну а на сегодня все, друзья.
Не забывайте, что это очень рискованно и что вы сами отвечаете за ваши деньги. Я всего лишь навсего показал вам инструмент, а пользоваться им или нет, решать только вам. Я никого ни к чему не принуждаю, у вас должна быть своя голова на плечах. Я в рамках своего риск-менеджмента готов сюда потратить 300-500 долларов, которые я готов потерять навсегда. Если вы не готовы потерять деньги, которые вы сюда вкладываете навсегда, значит не вкладывайте сюда вообще ничего. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.